уничтожить всю украинскую армию, все штабы, все казармы, все военные городки, все склады с боеприпасами. Дымит, взрывается Украина. Все они кончают плохо. И русский флаг будет развиваться над Киевом. Бандит на бандите, вор на воре. Я прямо скажу, политическая кругом, на каждом шагу. А вы это вырежете. Вырежете. Ученые прогнозируют две территории, где произойдет обязательно ядерный конфликт. Вы доиграетесь. Да от ваших дивизий всех, и германских, натовских, ничего не останется вообще. Вас не будет. Евросоюз будет распущен. И НАТО. Америки не будет. Над ним смеялись, но смеялись любя. Его даже звали так, как можно звать друга из соседнего двора. Жирик был свой, родной. Прогнозы иногда пугали, часто смешили. Невозможно было поверить, что то, о чем он говорит, может сбыться. А потом он умер, а его прогнозы начали сбываться один за другим. А по планам еврейской мировой закулисы им нужна война с Ираком, потому что Иран угрожает Израилю. И они готовы поджечь Ближний Восток. Я вас уверяю, в ближайшие 10-15 лет неизбежный ядерный конфликт на Ближнем Востоке, когда Израиль применит ядерное оружие против Палестины. 6 апреля 2022 года Владимир Жириновский умер от осложнений после перенесенного коронавируса. Ему было всего 75 лет. В этом же возрасте умер и знаменитый Вольф Мессинг, которого считали пророком Сталина. Кем же был Жириновский? Был ли он гениальным провидцем или невероятно умным человеком, который не боялся мыслить и высказывать самые смелые гипотезы? Или он просто знал то, что не могли знать другие? Но тогда кто дал ему допуск к этим знаниям? Те же потомки через 20, 30, 40 лет будут безмерно благодарны тем, кто в 22 году решил окончательно вопрос войны. Чтобы больше ее не было, будут уничтожены все те, кто ее готовили. США, блок НАТО, Польша, Украина. Они будут нам благодарны, что Россия расцветет, останется единственной супердержавой в мире. Все будут учить русский, а не английский. Расчеты будут идти в рублях, а не в долларах. Наши граждане наконец получат нормальные, хорошие условия для жизни. А то, что вы про НАТО все вспоминаете, не забывайте, что они уже еще другой блок создали. Они сами понимают, что НАТО конец. Уже другой блок, AUKUS, вот он, Австралия, Британия, США, он направлен на Китай. Поэтому в Европе они уже ничего не добьются. Европу они проиграли, как Наполеон, Гитлер, и сейчас победа будет за русскими. Ученые прогнозируют две территории, где произойдет обязательно ядерный конфликт. Это евреи и арабы. Там должно погибнуть 50 миллионов в результате применения ядерного оружия. И Индия и Пакистан, опять ввиду разницы религий, мусульманский Пакистан и индуистская Индия, хотя в самой Индии мусульман больше, чем в Пакистане, но там они живут, не особенно себя выделяя, там погибнет 200 миллионов. И третье место, где будет применено ядерное оружие, это Дальний Восток. Когда кто-то нападет, Южная Корея нападет на Северную, Тайвань конфликт с Китаем, Япония с Южной Кореей из островов, и вот там на Дальнем Востоке третий ядерный конфликт. Вы даже не понимаете, когда, скоро закончится кризис. Я называю цифру 2030 год, 21 год еще ждать. И из чего я скажу? Великая депрессия была меньше, чем сегодня. Меньше. Она закончилась в 50-х годах. У них две системы. Полная свобода и влияние государства. У нас ограниченная свобода и слабое государство. Мы успеха не добьемся. Никогда. Хорошо, если депутату Медведеву слово «урод» не нравится. Как назвать страну, которая не хочет иметь богатую жизнь для своих граждан? Как это все назвать тогда? Давайте принимать это законы о психиатрических лечебницах. Устанавливать новое оборудование, повышать зарплату, новые системы наблюдения. Каждый день принимаем законы, только по психбольницам. Потому что иначе мы не можем назвать. Вы можете понять, что это же смешно. Накопили за 8 лет огромные деньги и проиграли. А виновных нет, говорят. Как может? Будут брошены сухопутные войска везде. Ядерное оружие будет на последнем этапе. Когда мы увидим, что они вторглись в нашу страну, по всем направлениям и двигаются к Москве, тогда мы уничтожаем Америку. Это выборы последние были. В 24 году выборов у вас не будет. Не будет страны под названием Украина. Вы для них пушечное мясо. Россия вместе с Китаем и с Индией никого не боится.
А вас они уничтожат. Я вам это говорю. И Польшу, и Украину. Потому что вы географически между Брюсселем, Москвой и Пекином. Вот и все. Вот таким будет мир через 30 лет. Владимир Вольфович Жириновский, российский политик, лидер ЛДПР, Либерально-демократической партии России. Он известен своим экстравагантным стилем выступления, провокационными заявлениями и нестандартными методами политической борьбы. Жириновский является одним из самых ярких политиков в России. Подождите 19 сентября, все затихнет, все заглохнет. До 24 года, март, когда будут снова обострения, когда будут выборы президента. Жириновский начал свою политическую карьеру в конце 1980-х годов, а в 1991 году основал ЛДПР. Он неоднократно участвовал в президентских выборах в России, занимая при этом высокие места. В парламенте он выступает за националистические и популистские идеи, часто высказываясь о важности силы и авторитаризма в политике. Вот Европа горит, и пусть горит. Радоваться надо. А вот так тогда будете ждать от них оплеуху. Мы русских защищать не имеем права. Можно Крым сдать обратно, Донбасс сдать, Абхазию грузинам отдать, Южное, все отдать. Страну расчленить. Вот их золотая мечта. Жириновский также известен своими высказываниями, которые часто вызывают общественное возмущение. Он активно комментирует международные события, выступая за жесткую внешнюю политику и защиту интересов России. Хотя многие его высказывания вызывают критику и споры, Владимир Жириновский остается одним из самых запоминающихся фигур в российской политике. Польша конец, мы ее закрываем вместе с американцами. Европа, обязательно примите еще десятки миллионов беженцев. Примите и будете пытаться ассимилировать, ничего не получится. Помолчи, поляк, вас уже нету. Нас 4 раза ликвидировали, Правильно. вы возрождались. 5-й раз последний будет. 5-й раз похороним всех вас, поляков. Все, Хорошо, что для вам конец. И всегда колхоз проиграет. Почему выигрывает Америка и Россия? Мы отдельно. Мы отдельно. Нам нужно собирать вас 28 человек, и чтобы все голосовали. Нам плевать. А господствовать будут две нации. Русские и американцы. А вы будете европейский колхоз подыхать скоро. Болезнь и последние дни. В конце жизни Владимира Жириновского его здоровье стало предметом общественного внимания. Из-за болезни он отошел от активной политической жизни. Несмотря на то, что точная информация о его заболевании не раскрывалась широкой публике, сообщалось, что состояние его здоровья ухудшилось вследствие известной болезни. Смерть Владимира Жириновского вызвала различные реакции в российском обществе и среди политических деятелей. Многие отдали должное его харизматичности и способности повлиять на политический процесс в стране. Другие указывали на его спорные высказывания и скандальную репутацию. Официальные лица и парламентарии выражали соболезнования, отмечая значительный след, который Жириновский оставил в российской политике. Жириновский даже в больнице интересовался делами России. Он верил, что Россия встанет с колен. Ты все знаешь. Да, Владимир, мы все сделаем. Очень много телеграмм поступило в эту больницу. Я сперва отказался их читать, боялся, что расстроишь. Но там они все оптимистические. Поэтому пусть мой блог передаст все-таки. Не здесь, понимаешь, а здесь я могу читать, а не здесь. Хорошо. И, Василий, посмотри, что по стране. Активисты ЛДПР. Предложи пикеты. 2-3 человека. Желаем скорейшего выздоровления. Мы уже давно по всей стране ждем вашего возвращения. Наверное, тысячи видеообращений. Все очень-очень сильно ждут вас. Постоянно меня спрашивают. Наследие Владимира Жириновского для российской политической сцены трудно переоценить. Несмотря на многочисленные споры вокруг его личности и действий, он остается одним из ключевых игроков постсоветского периода развития России. Его имя навечно вписано в новейшую историю страны как символ эпохи больших перемен и кардинальных трансформаций социально-политической жизни Федерации. 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным,
Но я люблю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. Владимир Жириновский часто давал прогнозы на ближайшее и отдаленное будущее. На 2024 год его предсказания были разнообразны и касались многих аспектов общественной жизни, от международной политики до социальных изменений в России. Он предрекал увеличение политической активности молодежи, изменения в мировом порядке, а также экономические трансформации. Какие предсказания уже сбылись? Россия встала на защиту Украины и народов ЛНР и ДНР. Жириновский утверждал, что Россия начнет активные действия для защиты интересов русскоговорящего населения в Украине. Выборы в Украине. Политик выдвигал тезис о том, что в Украине больше не будет выборов и страна потеряет свою независимость. Зеленский не понимает. Зеленский последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины. Все везде корыстные побуждения заработать, но они все погибнут. Они все под прицелом уже, все до единого, и все будут уничтожены. Пускай пишут письма прощальные своим родственникам, чтобы как бы хоть по-христиански попрощаться. Ухудшение отношений Израиля и Ближнего Востока. Согласно его мнению, отношения между Израилем и странами Ближнего Востока продолжат ухудшаться. Ближний Восток на все времена. Пока существует государство Израиль и арабы, договор невозможен и будет идти военное столкновение, вплоть до применения локально-ядерного оружия. Что еще не сбылось? Если на Россию нападут, согласно предсказаниям Жириновского, Россия даст жесткий ответ в случае нападения. Америка начинает распадаться. Также он говорил о возможном распаде Соединенных Штатов Америки как единого государства. Деньги зарабатывала Америка, крах которой приближается. Не завтра, лет через 15 она распадется. Исчезновение Украины как страны. Прогнозировалась полная потеря Украины государственности. Объединение России с Индией и Китаем. Предполагалось создание мощного блока стран, который будет вызывать страх у других государств. Вы для них пушечное мясо. Россия вместе с Китаем и с Индией никого не боится. А вас они уничтожат. Я вам этом говорю. И Польшу, и Украину. Потому что вы географически между Брюсселем, Москвой и Пекином. Вот и все. Вот таким будет мир через 30 лет. Предсказания Жириновского на 2025 год. На 2025 год Жириновский выдвигает еще более смелые тезисы. Он ожидал определенных перестановок на мировой арене, включая новые военные конфликты и изменения в экономиках крупнейших стран. Также он не раз затрагивал тему космических исследований, пророча России новые достижения в этой области. Почему нельзя победить Россию? Сильный народ. Жириновский убежден, что русский народ, благодаря своей стойкости, не может быть побежден. Неподчинение рабству. Он также говорит о том, что русские никогда не станут рабами других народов или стран. Сложность победы над русскими. По словам Жириновского, американцы понимают невозможность победить русских в открытом противостоянии. Вместо этого они пытаются разрушить Россию изнутри. Выживание украинцев со своих земель. Аналогия с индейцами подразумевает постепенное вытеснение украинцев со своей земли под различными предлогами. Помните, как бледнолицые пришли к индейцам и принесли им стекляшки и другие безделушки, при этом отравляя их и заражая страшными болезнями, а потом их просто обманули, выселили на земли, где нет ничего. Они играли в добрых и злых полицейских. Проведите параллель. Единственный народ, который может ответить, и будет очень больно всему НАТО блока и всей США, это мы. Русские последний народ. Народ-освободитель. Мы освободили от Наполеона, 19 век, 20-й от Гитлера, а 21-й вот надо будет освобождать нам с вами от этой ментальной атаки, мозговой атаки.
Анализируя события 2024 года, можно заметить некоторые параллели с утверждениями Жириновского. В частности, наблюдается возросшая активность молодежи в политике, что соответствует одному из его прогнозов. Остаются спорными его мнения относительно значительных перемен в мировом экономическом распределении сил. Не все из них можно подтвердить или опровергнуть уже к текущему моменту. Вот Украина, что там войска подвели, отвели, разгружают. Нельзя воевать, русские возьмут Киев. И цель вот всей этой кампании всемирной, все вместе взятое, да, все болезни, все пандемии, все революции, все теории. Цель какая? Уменьшить количество населения. Мешают только русские. ИГИЛ бы сейчас Ближний Восток весь бы сгорел к черту. А русские взяли и остановили. Такие предсказания вызывают много споров. Одни видят в них политический расчет или игру на обострение обстановки для достижения определенных целей. Другие – проявление интуитивного видения будущего политических процессов. Между тем, эффективность или ошибочность таких прогнозирований всегда окажется верифицированной только постфактум. Время является конечным судьей для любых предвидений будущего. Точность предсказаний Владимира Жириновского всегда вызывала жаркие споры. Некоторые из его предположений сбывались лишь частично или интерпретировались по-разному участниками политического процесса. Тем не менее, неоспорим тот факт, что его выступления оставались в центре общественного внимания и способствовали формированию определенного образа будущего и широких слоев населения России. Вне зависимости от верности этих прогнозов, они были значимы для политической жизни страны и зачастую отражали настроение определенной части общества. Они никогда не вторгнутся на территорию России. Никогда. Никто не будет бомбить. Через коктейль, через бар, через одежду. Что угодно. Только забудьте слово «Россия», русские, историю. Суворов, нет такого. Американцы выиграли войну у Гитлера. Американцы, французы, голландцы. То есть они. Нас вообще нету. Одна строчка. Сейчас же ее убрали. А в это время на Востоке и русские перешли в наступление. Где? Когда? Московская битва? Нету. Сталинград? Нету. Потом напишешь, какие-то русские бандиты в формате партизанского отряда где-то под откос пускали поезда. Не то, что герои-партизаны. Нарушали права тех, кто ехал в этом поезде. Это немецкие солдаты ехали домой подлечиться, отдохнуть. Их папа с мамой ждут, престарелые, а тут русские партизаны под откос пускают и так далее. Начало схода Америки вниз. То есть она уже понимает, что гегемоном в одном лице не может быть. Как в спорте надо первое место разделить на троих. То есть первое место у США, у России, у Китая. Просто уходить вниз они не хотят. Они хотят, чтобы как бы хорошо, вот уже есть 3 державы, с которыми они готовы, наконец, о чем-то говорить. Они не считают нас на равных, потому что там почитатель Киссинджер у нас вообще не видит. То есть у них старая формула поддержать слабого, вот если из 3 взять, слабого против другого сильного, например, поддержать слабый Китай против мощного Советского Союза, а когда Советского Союза нет, теперь поддержать более ослабленную Россию против мощного Китая и самим выигрывать. Вот мы должны здесь как бы эту схему немножко видоизменить. Как и лет 150 они мешают нам с Германией хорошие отношения иметь. Вот мы так все время. То есть рушится Вестфальская система. Не все поймут, что это такое. То есть все договорились, как действовать. Ну, здесь все поймут. До 19 века, с середины. Мир был относительно нормальный. Россия господствовала после победы над Наполеоном. В любом случае, была одна из великих. Взяли, устроили Крымскую войну. Мы ее зря называем Крымской. Это была первая мировая репетиция. Потому что они хотели захватить всю Российскую империю. Их флоты шли в Петербург, Камчатка. 2 мировые войны были направлены на то, чтобы разрушить эту систему, создать свою. И 3-ю. Нужна 3-я мировая, но она не получилась. Она превратилась в гибридную, там где-то очаги. Но мы имеем успех. Я заканчиваю. Мы на Ближнем Востоке одержали победу, хотят, не хотят, они отступили. У нас полупобеда
на Украине. И характерно, что крушение той системы отношений началось с Крымской войны, а становление новой системы началось с возвращением Крыма в состав России. Сегодня на юге 3 империи возрождаются. Иранская, персидская, османская, турецкая и российская. Мы должны встать 3 глыбы и заткнуть глотку всем нашим врагам. И на Западе, и на Востоке. 25 декабря 2019 года Владимир Жириновский в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» сказал дословно: 2022 по 2024 годы будут самыми тяжелыми для России и для Украины. Начнется все в феврале 2022 году. Мы будем вынуждены начать военную операцию. К 2024 Украина потеряет 4 области и выйдет к новым границам. Через 26 месяцев после этих слов началось СВО. Через 33 месяца были приняты в состав России 4 новых региона. Запись эфира хранится в архиве «Россия-1» и не монтировалась. Выступление 25 декабря 2019 года длилось 14 минут. Жириновский говорил без бумаги, в формате ответов на вопросы ведущего. Полная расшифровка опубликована на сайте ЛДПР 26 декабря 2019 года и с тех пор не редактировалась. На момент произнесения этих слов отношения России и Украины регулировались Минскими соглашениями 2015 года. В Донбассе действовал режим прекращения огня. В Киеве президентом был Владимир Зеленский, избранный в мае 2019 года. Никаких официальных планов военной операции в открытых источниках не существовало. В том же выпуске Жириновский назвал точную дату – февраль 2025 года и перечислил регионы, которые уйдут – Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Самое интересное – это фраза, которую после 2022 года перестали показывать в повторах на федеральных каналах. До нее мы дойдем чуть позже. Итак, давайте разберем факты по хронологии. Первое. Начнется все в феврале 2022 года. 21 февраля 2022 года Совет Федерации дал согласие на использование вооруженных сил за рубежом. 24 февраля 2022 года в 5:30 утра президент России объявил о начале специальной военной операции. Второе. Мы будем вынуждены начать военную операцию. В обращении 24 февраля 2022 года Владимир Путин использовал формулировку «вынуждены принять решение о проведении специальной военной операции». Третье. К 24-му Украина потеряет 4 области. 30 сентября 2022 года подписаны договора о принятии в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 4 октября 2022 года Государственная Дума ратифицировала договоры. 2024 год стал годом закрепления этих территорий. Построены линии обороны, проведены выборы, введен рубль как единое платежное средство. Четвертое. Дополнительное совпадение из того же выступления 2019 года. Одесса будет российским городом. В 2024-2025 годах российские войска вышли к северным границам Одесской области. Харьков останется за нами. С 11 мая 2024 года российские войска находятся в 20 километрах от Харькова. Все перечисленные даты и события подтверждены указами президента Российской Федерации номер 71-74 от 21 февраля 2022 года, номер 668-671 от 30 сентября 2022 года, а также официальными картами Минобороны Российской Федерации на декабрь 2025 года. Итак, давайте чуть-чуть углубимся, почему слова 2019 года оказались точны по датам и регионам. Первое. Жириновский с 1991 года имел постоянный доступ к закрытым докладам аналитических структур МИДа, Минобороны и администрации президента в рамках работы в Комитете Госдумы по обороне и Комитете по международным делам.
Стенограммы закрытых заседаний не публикуются, но сам факт доступа подтвержден справками аппарата Госдумы за 1994 по 2022 годы. Второе. В 2015 по 2019 годах в Донбассе фиксировались систематические нарушения Минских соглашений со стороны Украины. 2017 год – 940 обстрелов в неделю. 2019 год – 1240 обстрелов в неделю. Январь 2022 года – более 2000 нарушений. Эти цифры регулярно озвучивались на заседаниях контактной группы в Минске и были известны узкому кругу политиков. Третье. В декабре 2019 года в нормандском формате Зеленский отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины. Именно после этого саммита, по данным французской стороны, Россия начала рассматривать силовой сценарий. Жириновский выступил через 16 дней после Парижа. Четвертая фраза, которую убрали из повторов. «Америка нас подтолкнет, они сами все организуют, чтобы мы начали первыми, а потом введут санкции и будут кричать на весь мир». Эта часть записи исчезла из официальных повторов на вечере с Соловьевым после февраля 2022 года, но сохранилась в архивных копиях на YouTube, загруженных 26-27 декабря 2019 года. На декабрь 2025 года из прогноза 2019 года реализованы: начало операции в феврале 2022 года, присоединение 4 регионов, потеря Украиной контроля над Азовским побережьем, прекращение транзита газа. События продолжают развиваться в рамках той логики, которую Жириновский описывал публично за 3-5 лет до их начала. Чтобы не пропустить следующее расследование и держать всю цепочку событий в единой картине, подключайте уведомления. Бандит на бандите, вор на воре. Я прямо скажу, политическая кругом, на каждом шагу. А вы это вырежете. Вырежете вы. Трамп что-нибудь не то будет делать, убьют, как Джона Кеннеди. Предлагаю вам. Я русский, из России, из Москвы говорю Трампу. Все делаем на двоих. Все будет решать Трамп и Путин. Путин и Трамп. И будет все спокойно. Он был человеком очень эрудированным и очень хорошо подготовленным. Он же вообще специалист был по Ближнему Востоку. Он был реально экспертом. И все, что он говорил, сбывается действительно, потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации. О чем еще предупреждал Жириновский, а мы тогда не разглядели, какое будущее нас ждет. Он все уже рассказал. Сегодня одна из целей нашего здесь мероприятия – это дать прогноз на ближайшие 20 лет. Последний мирный Новый год. 22-й год – война. Вы ее начинаете, не мы. Вам будет плохо. Вам сегодня уже плохо. Но вы довели русских до белого коленя. Через 21 год мои предсказания, какой будет Америка в будущем, полностью сбылись. Я сказал, что Америка перейдет к политике изоляционизма. Может держать весь мир в своих руках, за все платить, за все отвечать они не смогут. И прошли годы, это произошло. Они все знают, что Порошенко уходит, наворуем при нем. Порошенко уходит? Конечно. Но Зеленский будет делать то же самое. А Зеленский, вы считаете, да. Из шоу-бизнеса придет и... Он будет марионетка, кукла. Свободные люди нигде не нравятся. Везде мафия пытается скрутить их и выставить своих, ручных, кукловодов. А кукловоды в эти же дни решали судьбу киевского режима и самого Зеленского. Вот он главный дежурный по барахолке украинской. Вот до конца все раздаст, долгов наберет и сбежит. Он исполнитель, эстрадный актер, своего рода герой водевиля. Стыдно. Он попрошайка. Если его назвать одним словом, всеукраинский попрошайка. Иждивенец, захребетник, значит, как еще, дармоед. Сами не работают, только просят, дайте, дайте, дайте. 21 век для России и всего мира. Век борьбы с терроризмом. И самое плохое случится все в 21 веке. Потому что человечество слишком, граждан слишком много. Планета вся уже истощена.